Канал Валерия Табакова представляет Фарион, Парубий. Кто следующий? Почему радикальная украинизация приводит к трагедиям? Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала и зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я обращаюсь к вам с чрезвычайно важной и сложной темой, которая затрагивает не только Украину, но и каждого, кто ценит справедливость, единство и мир в обществе. Моя цель не разжечь вражду и ненависть, а провести глубокий анализ системных проблем, связанных с языковой политикой и радикальным национализмом, а также предложить пути решения этих проблем в строгом соответствии с законом. Я категорически осуждаю любое насилие, независимо от его мотива, и призываю к мирному разрешению конфликтов через открытый диалог и правовые механизмы. Речь пойдет о том, как радикальный подход к продвижению украинского языка, который должен был стать символом национального единства, превратился в источник трагедий, унесших жизни таких видных фигур, как Андрей Парубий и Ирина Фарион. Эти события не просто отдельное преступление, а тревожный симптом глубокого общественного кризиса, который угрожает единству Украины в самый критический момент ее истории. Как юрист я вижу в этих убийствах отражение системных проблем, которые требуют немедленного внимания. Давайте разберемся, почему языковая политика, сопровождаемая радикальной риторикой, приводит к таким последствиям. Кто может стать следующей жертвой и как предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Мой анализ основан на фактах из открытых источников, включая украинские и международные СМИ, такие как «Украинская правда», «Униан», «Суспільне», BBC, Reuters, The Guardian, а также официальное заявление и анализ социальных сетей по состоянию на 31 августа 2025 года. Украина. Страна с богатой, но чрезвычайно сложной историей, где языковый вопрос на протяжении десятилетий остается полем битвы за национальную идентичность. После обретения независимости в 1991 году украинский язык стал символом государственности и независимости. Но его продвижение нередко сопровождалось попытками ограничить права русскоязычных граждан, которых, согласно переписи 2001 года, около 30% населения считали родным. Этот процесс стал особенно заметным после Евромайдана 2014 года, когда новая власть, столкнувшись с российской агрессией, сделала языковую политику инструментом укрепления национального самосознания. Ключевым моментом стало принятие закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного номер 5670-Д в апреле 2019 года, подписанного Андреем Парубием в качестве спикера Верховной Рады. Этот закон закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере, включая государственные учреждения, образование, СМИ и даже бытовое обслуживание. Он также ввел сертификацию владения украинским языком для госслужащих и предусматривал штрафы за нарушение. Хотя их применение было отложено, закон стал важным шагом для укрепления украинской идентичности, но вызвал серьезную критику как внутри страны, так и за ее пределами. Русскоязычные граждане Украины, особенно в регионах Донбасса, Харькова и Одессы, восприняли закон как инструмент принудительной украинизации, ограничивающий их культурные права. Международные организации, такие как Венецианская комиссия и ООН, выразили обеспокоенность, указывая, что закон ограничивает права национальных меньшинств, особенно в сфере образования и СМИ, где требовался переход на украинский язык. Венгрия и Румыния также выступили с критикой, защищая права своих диаспор, что косвенно затронуло и русскоязычное население Украины.
Россия, в свою очередь, использовала закон для пропаганды, представляя Украину как русофобское государство, что еще больше обострило конфликт вокруг языкового вопроса. Как юрист я твердо убежден, что украинский язык – это важнейшая часть нашей национальной идентичности, но его продвижение должно быть инклюзивным и объединять общество, а не создавать стены между его частями. К сожалению, радикальная риторика и жесткие меры, сопровождающие языковую политику, породили глубокий раскол, который теперь угрожает безопасности ее сторонников. Убийство Андрея Парубия и Ирины Фарион – это не случайное преступление, а прямое следствие радикализации, вызванной языковым вопросом и националистической риторикой. Моя критика направлена не против украинского языка или национализма как таковых, а против их радикальных форм, которые порождают ненависть, насилие и разделение общества. Андрей Парубий, как видный украинский политик и спикер Верховной Рады в 2016-2019 годах, сыграл центральную роль в принятии языкового закона 2019 года. Этот закон, по его словам, был историческим шагом, укрепляющим украинскую государственность и защищающим национальную идентичность в условиях войны с Россией. Парубий подчеркивал, что украинский язык – это основа государственности и инструмент против концепции русского мира, продвигаемой Кремлем. Он отвергал обвинения в дискриминации, утверждая, что закон не запрещает использование русского языка в частной жизни, а лишь регулирует публичную сферу, обеспечивая приоритет украинскому языку. Однако критики, включая русскоязычных граждан и международные организации, указывали, что закон ограничивает права меньшинств. Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть его положение, чтобы обеспечить баланс между защитой украинского языка и правами других языковых групп. В русскоязычных регионах, таких как Харьков, Одесса и Донбасс, закон вызвал недовольство, усиливая ощущение культурного давления. Российские СМИ и политики, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, использовали образ Парубия как русофоба, обвиняя его в ксенофобии и разжигании ненависти к русскоязычным, ссылаясь на его националистическое прошлое. Парубий начинал свою карьеру в радикальных националистических кругах, будучи сооснователем Социал-национальной партии Украины в 1991 году, которая позже трансформировалась в партию «Свобода». Эта партия ассоциировалась с радикальным национализмом, а ее критики, особенно в России, приписывали ей антирусские и даже неонацистские настроения. Хотя Парубий со временем перешел в более умеренные политические силы, такие как Народный фронт и Европейская солидарность, его риторика оставалась проукраинской и антироссийской. Во время Евромайдана 2013-2014 годов он, как комендант Майдана, координировал действия протестующих, включая радикальные группы, что в России интерпретировалось как антирусский курс. В 2014 году, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны, Парубий поддерживал жесткие меры против пророссийских сил на Донбассе, что закрепило его образ как противника русского мира. Его заявления о защите украинской идентичности часто воспринимались русскоязычными гражданами как косвенное отрицание их культурных прав. В 2014 году Россия возбудила против Парубия уголовное дело, обвиняя его в организации массовых убийств в Одессе 2 мая и на Донбассе, что подчеркивает его восприятие в РФ как антирусского политика. Внутри Украины Парубий считался патриотом,
особенно в западных регионах, где языковый закон воспринимался как шаг к укреплению независимости. Однако в русскоязычных регионах его политика вызывала недовольство, усиливая общественный раскол. Ирина Фарион, языковед и бывший депутат от партии «Свобода», была еще более радикальной фигурой в языковой политике. Ее публичные выступления, такие как призывы давить русскоязычных или называть русский язык языком оккупантов, сделали ее символом бескомпромиссной борьбы за украинский язык. Она критиковала даже русскоязычных бойцов вооруженных сил Украины, называя их слабыми звеньями, что вызывало широкий общественный резонанс. Ее риторика, граничащая с ксенофобией, вызывала восхищение у радикальных националистов, но порождала ненависть среди русскоязычных и умеренных украинцев. Фарион оставалась верной ультраправой идеологии свободы, что сделало ее мишенью для оппонентов, включая как русскоязычных граждан, так и радикальные группы, недовольные ее конфликтами с ними. Убийство Ирины Фарион 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика. 60-летняя Ирина Фарион была застрелена около 19 часов 30 минут недалеко от своего дома. Вероятный нападавший, 19-летний парень, ранее несудимый, выстрелил ей в голову из пистолета, предположительно с глушителем, и скрылся с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он несколько дней следил за жертвой, одетый в темную одежду и панамку и очки. Фарион получила тяжелое ранение и скончалась в больнице через несколько часов. Полиция задержала вероятного исполнителя через неделю в Днепре, но организаторы преступления остаются неизвестными. Дело переквалифицировано на умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости, связанным с языковой риторикой Фарион. Официально власти называют приоритетной версию российского следа, ссылаясь на антироссийскую позицию Фарион и ее роль в продвижении языковой политики. Однако в телеграм-каналах, связанных с радикальными группами, такими как White Power, убийство называли справедливостью, обвиняя Фарион в предательстве национализма, за ее критику радикалов и якобы сговор с властью. Пророссийские источники, включая экс-депутата Олега Царева, предположили, что убийство могло быть связано с внутренними конфликтами в националистическом лагере. Утечка видео с места убийства вызвала серьезные вопросы о работе правоохранительных органов, указывая на возможное нарушение в расследовании. Убийство Андрея Порубия 30 августа 2025 года. Экс-спикер Верховной Рады и ключевая фигура Евромайдана Андрей Порубий был убит во Львове на улице Ефремова около 12 часов в Франковском районе, недалеко от центра города. Неизвестный нападавший, замаскированный под курьера службы доставки Глова, в черной одежде, шлеме и с желтым рюкзаком, произвел 7-8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Порубий получил множественные ранения и скончался на месте до прибытия медиков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали профессионально организованную операцию, слежку за жертвой, точечные выстрелы и побег на электровелосипеде. На месте преступления найдены гильзы, что указывает на тщательное планирование. Компания Глова заявила, что нападавший не был их сотрудником и выразила готовность сотрудничать с полицией, офис которой находится недалеко от места преступления. После убийства во Львове была объявлена специальная операция «Сирена», в ходе которой полиция, СБУ и другие службы проводили проверки документов, обыски автомобилей и задержания. Однако
На 31 августа 2025 года подозреваемый не задержан. Основной версией следствия остается российский след, учитывая, что Парубий с 2023 года находился в розыске в РФ за якобы организацию событий в Одессе 2 мая 2014 года и на Донбассе. Альтернативные версии включают внутриполитические мотивы. Радикальные группы, такие как White Power, называли Парубия предателем за его переход к умеренной политике в европейской солидарности и якобы сотрудничество с олигархами и еврейской властью, намекая на президента Зеленского. Экс-депутат Артем Дмитрук прямо обвинил Зеленского в причастности, но не представил доказательств. Управление государственной охраны подтвердило, что Парубий не имел охраны, несмотря на его запрос за полгода до убийства, что вызвало вопросы о безопасности публичных фигур. Утечка видео убийства в СМИ расследуется как возможное нарушение в работе правоохранительных органов. Оба преступления произошли во Львове, городе, который считается символом украинского национализма и оплотом тыла в условиях войны. Это подчеркивает парадокс. Даже в сердце национализма его лидеры остаются уязвимыми. Убийства могут быть сигналом радикалов, что никто не застрахован, или попыткой внешних сил, таких как Россия, дестабилизировать националистическое движение и усилить хаос в Украине. Национализм в Украине, особенно после Евромайдана 2014 года, стал движущей силой языковой политики, но его радикальные формы породили внутренние и внешние конфликты, которые, вероятно, привели к убийствам Парубия и Фарион. Рассмотрим ключевые аспекты этой проблемы. Во-первых, радикальный национализм и языковая политика тесно связаны. Парубий и Фарион начинали свои карьеры как представители радикального национализма. Парубий был сооснователем Социал-национальной партии Украины в 1991 году, которую критики, особенно в России, называли неонацистской, а Фарион оставалась верной ультраправой идеологии партии «Свобода». Их борьба за украинский язык сопровождалась антирусской риторикой, что сделало их героями для националистов, но врагами для русскоязычных граждан и России. Языковой закон 2019 года, продвигавшийся Парубием, и публичные призывы Фарион к искоренению русского языка усилили образ национализма как инструмента принуждения. Это вызвало сопротивление не только среди русскоязычных, но и среди умеренных украинцев, которые видели в такой политике угрозу общественному единству. Во-вторых, внутри националистического движения произошел раскол. Радикальные группы, такие как «Правый сектор» и «White Power», начали воспринимать Парубия и Фарион как предателей. Парубий, перешедший к более умеренной политике в европейской солидарности, и Фарион, конфликтовавшая с радикалами за якобы сговор с властью, стали мишенями для ультраправых. В телеграм-каналах радикалов публикуются списки врагов нации, включающие политиков, связанных с языковой политикой. Убийства могут быть актами мести со стороны радикалов, которые видят в мягкой украинизации отступление от чистых националистических идеалов. В-третьих, внешний фактор усиливает напряжение. Россия активно использует националистическую риторику Украины для своей пропаганды, представляя страну как русофобскую. Парубий и Фарион были идеальными мишенями для этого нарратива, что делает их убийства потенциально выгодными для российских спецслужб. Парубий находился в розыске в РФ, а Фарион была
мишенью пропаганды за ее резкие высказывания. Однако отсутствие доказательств российского следа и профессиональный характер убийства Порубия, в отличие от более примитивного убийства Фарион, указывает на возможное участие местных радикалов или наемников, что усложняет расследование. В-четвертых, Львов, как символический центр национализма, играет особую роль. Оба убийства произошли во Львове, который считается историческим и идеологическим центром украинского национализма. Это подчеркивает парадокс. Даже в сердце национализма его лидеры не в безопасности. Убийства могут быть сигналом радикалов, что никто не застрахован, или попыткой внешних сил, таких как Россия, дестабилизировать националистическое движение и подорвать стабильность в регионе. Почему язык приводит к трагедиям? Радикальный подход к продвижению украинского языка создает механизмы, которые оборачиваются против его сторонников. Рассмотрим их поподробнее. Первый механизм – поляризация общества. Жесткая политика украинизации, особенно после 2014 года, усилила раскол между Украиной и русскоязычными гражданами. Языковой закон, продвигавшийся Порубием, и радикальное заявление Фарион воспринимались многими русскоязычными как дискриминация, что породило ненависть и недоверие. Эта поляризация создала почву для насилия, включая политические убийства, которые могут быть актами мести за языковое давление. Второй механизм – радикализация национализма. Радикальные националисты, изначально поддерживавшие Порубия и Фарион, начали считать их недостаточно чистыми. Порубий, отошедший от радикализма, и Фарион, конфликтовавшая с радикалами, стали мишенями для тех, кто требует бескомпромиссной борьбы за мову. Ультраправые группы, такие как White Phoenix, используют язык как повод для атак на предателей, что делает национализм саморазрушительным. Третий механизм – внешняя манипуляция. Россия активно использует языковой вопрос для разжигания конфликтов, представляя Украину как фашистское государство. Убийства Порубия и Фарион могут быть частью стратегии дестабилизации, направленной на усиление хаоса и подрыв доверия к власти. В то же время внутренние радикалы могут быть использованы внешними силами как полезные идиоты, что усложняет расследование и поиск истинных организаторов. Четвертый механизм – символизм насилия. Убийство во Львове, символическом центре национализма, подчеркивает, что язык стал не только объединяющим, но и разделяющим фактором. Эти преступления демонстрируют, что даже самые ярые защитники мовы уязвимы перед радикализмом, который они сами, возможно, невольно разожгли. И вопрос: кто следующий? Убийство Порубия и Фарион – это не просто трагедии, а предупреждение о возможной эскалации насилия, связанного с языковой политикой и радикальным национализмом. Потенциальными мишенями могут стать различные группы, и я хочу подробно рассмотреть, кто находится в зоне риска. Во-первых, политики, связанные с языковой политикой. Лидеры партии «Европейская солидарность», такие как Петр Порошенко или Ирина Геращенко, а также представители правящей партии «Слуга народа», которые продвигают новые языковые инициативы, могут стать мишенями радикальных групп или внешних сил, стремящихся дестабилизировать Украину. Министр культуры или министр образования, ответственный за внедрение языковых норм, также находятся в зоне повышенного риска, так как их действия напрямую связаны с реализацией языкового закона. Во-вторых,
лидеры националистических движений, лидеры партии «Свобода», такие как Олег Тягнебок, или представители радикальных групп, таких как Азов или С-14, могут стать жертвами как внутренних разборок, так и внешних атак. Радикалы, недовольные компромиссами с властью, могут атаковать своих бывших соратников, считая их предателями националистических идеалов. В-третьих, культурные и общественные деятели, журналисты, писатели, телеведущие или активисты, выступающие за украинизацию, рискуют стать мишенями, особенно если их риторика воспринимается как радикальная. Например, блогеры или медийные личности, активно критиковавшие русскоязычных граждан, могут попасть в списки врагов, которые распространяют радикальные группы в телеграм-каналах. В-четвертых, представители власти. Высокопоставленные чиновники, такие как президент Владимир Зеленский или глава службы безопасности Украины, могут быть атакованы радикалами, если их действия будут расценены как предательство националистических идеалов. Усиление репрессий против радикальных групп, таких как «Правый сектор» или White Phoenix, может спровоцировать ответные атаки, направленные на дестабилизацию власти. Особое внимание хочу обратить на дело Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его дело переквалифицировано на умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости, связано с языковой риторикой Фарион, что делает его символичным для радикалов. В случае осуждения Зинченко радикальные группы могут обратить свое внимание на представителей судебной системы, правоохранительных органов, участвующих в подобных делах, таких как прокуроры или судьи. Например, прокурор Дмитрий Петлеваный, который активно ведет дело Зинченко и зачитывает ключевые доказательства в суде, и судья Шевченковского районного суда Львова Невойд, или другой судья, рассматривающий это дело, могут стать мишенями для радикалов, недовольных исходом процесса. Это не предположение об угрозе, а логический вывод, основанный на текущей тенденции, где языковая риторика провоцирует эскалацию насилия, угрожая даже системе правоохранительных органов и правосудию. Как юрист я подчеркиваю, судебные процессы по таким делам должны проходить под строгой защитой, чтобы обеспечить безопасность их участников и сохранить веру в правосудие. Последствия и пути выхода. Убийство Андрея Парубия и Ирины Фарион подчеркивает глубокий кризис, в котором украинский язык из инструмента единства превратился в источник насилия. Последствия этих событий многослойны и требуют серьезного анализа. Во-первых, убийства способствуют дестабилизации общества. Они усиливают недоверие к власти, особенно в условиях войны с Россией, когда единство является критически важным для выживания страны. Общественная напряженность растет, а вера в способность государства защитить своих граждан ослабевает. Во-вторых, убийства провоцируют дальнейшую радикализацию. Националистические группы могут воспринять эти преступления как сигнал к действию, усиливая свои атаки против тех, кого они считают предателями или врагами нации. Это создает спираль насилия, которая угрожает еще большему расколу. В-третьих, убийства имеют международный резонанс. Они подрывают образ Украины как стабильного государства, что может негативно сказаться на поддержке со стороны западных партнеров. В условиях войны это особенно опасно, так как международная помощь критически важна для Украины. Чтобы
предотвратить новые трагедии и выйти из этого кризиса, необходимы системные меры, направленные на примирение и укрепление единства. Первый шаг – разработка инклюзивной языковой политики. Власти должны пересмотреть спорное положение языкового закона 2019 года с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, чтобы обеспечить баланс между защитой украинского языка и правами языковых меньшинств. Пропаганда украинского языка должна осуществляться через культурные и образовательные инициативы, а не через принуждение, чтобы он стал объединяющим фактором, а не источником конфликтов. Второй шаг – решительная борьба с радикализмом. Необходимо усилить меры против ультраправых групп, таких как White Phoenix, включая мониторинг их активности в телеграм-каналах и нейтрализацию их лидеров. Одновременно власти должны вести диалог с умеренными националистами, чтобы предотвратить их радикализацию и интегрировать их в конструктивный политический процесс. Третий шаг – усиление мер безопасности. Политики, активисты и представители судебной системы, связанные с языковой политикой, должны находиться под надежной охраной, особенно после получения угроз. Спецслужбы должны улучшить свою работу, чтобы предотвратить утечки информации, такие как видеоубийств, и повысить эффективность расследований. Четвертый шаг – запуск национального диалога. Власти должны создать платформу для обсуждения языкового вопроса с участием представителей всех регионов и языковых групп Украины. Это позволит снизить напряжение и найти компромиссное решение. Пропаганда двуязычия как нормы в условиях войны может помочь избежать маргинализации русскоязычных граждан и укрепить единство. Пятый шаг – международное сотрудничество. Привлечение международных экспертов из ООН или ЕС для расследования убийств Порубия и Фарион обеспечит прозрачность и исключит обвинения в предвзятости. Сотрудничество с международными организациями также поможет разработать сбалансированную языковую политику, которая будет учитывать права всех граждан Украины. И в заключение. Украинский язык – это бесценная часть нашей национальной идентичности. Но его радикальное продвижение как инструмента борьбы разделяет общество и приводит к трагедиям. Убийство Андрея Порубия и Ирины Фарион – это трагическое следствие радикальной языковой политики и националистической риторики, которые породили ненависть, раскол и насилие. Национализм, вместо того, чтобы объединять нацию, стал катализатором внутренней войны, в которой даже его лидеры становятся жертвами. Вопрос «кто следующий?» звучит не просто как предупреждение, а как призыв к немедленным действиям. Без отказа от радикализма, без открытого диалога и без защиты правосудия список жертв может продолжать расти. Украине нужен язык, который объединяет, а не разрушает. И это требует мудрости, решительности и приверженности принципам закона. Как юрист я призываю к единству, справедливости и мирному разрешению конфликтов. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новые трагедии и сохранить наше общество в этот критический момент истории. Мой анализ не направлен на разделение общества или разжигание вражды. Он призван привлечь внимание к системным проблемам и предложить пути их решения в рамках закона. Давайте работать вместе, чтобы сделать Украину сильной и единой. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.